Зяблицев как физлицо и как представитель ассоциации в ходе аудиенции от президента комиссии судебной получил угрозы. Если будут зарегистрированы факты его превышения полномочий и его нарушений и выложены в публичный доступ, то Зяблицев будет привлечен к уголовной ответственности и оштрафован. Мы сейчас задаем вопрос президенту КСНДА. Если вот этот ролик будет опубликован, это будет являться нарушением со стороны Зяблицева и со стороны ассоциации, которую он представляет. Мы хотим получить ответ на e-mail. После этого опубликуем этот ролик с вашим ответом. 30 марта 2021 года я прибыл в КНДА по моему запросу о предоставлении мне международной защиты как правозащитнику. С первой же минуты, как только я вышел в фойе, охранники только в отношении меня одного начали проявлять предвзятость. Что они делали? Они под руководством... Прибежал сразу шеф охраны, и они под руководством этого шефа начали меня обыскивать, как в полиции. Не просто досмотр, а личный обыск проверять. Они попросили открыть мне каждый отдел моих сумок, ощупали меня даже в интимных местах, как полиция, хотя они охранники. Они не имеют на это законных оснований никаких. Я был против, но они это сделали. Затем они мне не разрешили пронести в суд стойку регистрации. И вначале про телефоны ничего не сказали. Компьютер-телефон я внес в аудиенцию. Затем, после досмотра на входе, меня направили в зал ожидания и сказали, я начал садиться в центре зала, и мне они говорят, нет, сядь вот туда, на первое место, с краешку. Потом тут же подошли и сказали, видео нельзя снимать. Просто они в курсе, что я снимаю что-то, может быть, могу снимать. И они заранее мне говорят об этом. Нельзя этого делать. Я понял, что это какая-то предвзятость прям, наигранная предвзятость, прям усиленная специально. Я когда сидел там, то рядом стоял шеф охраны, как будто бы охранял меня. Он стоял поодаль и разговаривал с одним из судей. Я подошел и спросил, это мой судья? Охранник, шеф охраны говорит, нет, это адвокат. Но я вижу, это в форме судьи человек. Я спрашиваю вопрос у судьи, вы судья? Вы мой судья? Нет, говорит, я не ваш судья, но я судья. В присутствии шефа охраны он сказал, что он судья. В итоге я сидел там, подошел мой адвокат, мэтр Десужа. И начал мне вешать лапшу на уши, что я должен озвучить 3 пункта в защиту. Почему мне опасно вернуться в Россию? Какую правозащитную деятельность я веду в России, веду в России и во Франции. И какой-то 3-й момент, но абсолютно несущественный. Просто он демонстрировал свою показушность своей работы. Затем меня пригласили в аудиенцию. Я увидел, что в сторону аудиенции, куда меня будут приглашать, начальник службы охраны, очевидно по приказу кого-то, несет лоток, в который, я так полагаю, потребует сдать телефоны. Затем меня пригласили в аудиенцию, и я увидел, что реально в этот лоток шеф комиссии судебной коллегии приказал сдать мои телефоны. Я на аудиозапись зафиксировал этот разговор. Я указал, что его требования незаконные. Он оправдался законом о запрете видеорегистрации от 1841 года. Слова точь в точь, как озвучила президент ТА Денис Русель Паскаль и президент юридического бюро ТА Денис Фредерик Паскаль. Решения, которые нам направляли ТА Денис и Консай ДТА, вот одинаково абсолютно. И я понял, что даже здесь правосудия нет. Но это мое понимание было ранним еще. Затем президент комиссии настоял на том, что я должен сдать телефоны и компьютер. Мой компьютер, который мне дал посторонний человек для того, чтобы я презентировал мои доказательства. Я там открыл вкладку официального сайта ассоциации, где размещены эти доказательства для КНДА. Они ранее были поданы в оригинальном виде секретарю. А сейчас я для своего удобства решил вот так вот наглядно вещать свою позицию защиты для того, чтобы у меня была подсказка наглядно. У меня, забрав телефоны и компьютер, лишили этой возможности.
То есть я защищался только все, что знаю в голове, даже если я что-то мог забыть, я не имел возможности подсмотреть, какую тематику важно озвучить. Но тематику мне не дали вообще никакую озвучить. Потому что вот точь в точь, как вот лишили меня свободы в этой казарме, да, вот это суд. Также действовал вообще бессовестным образом руководитель судебной коллегии. Мои просьбы адвокату: адвокат, помогите, нарушаются мои права и мне препятствуют в доступе к суду. Адвокат всегда вставал на сторону президента. Президент не суда, президент комиссии. Я уточнил у адвоката, как его зовут, он говорит, я не знаю. Я думаю, он врет, он, может, и знает его. И адвокат угождал этому президенту. Каждую просьбу президента он, некоторые дублировал, говоря, Сергей, так нельзя. Я говорю, какой закон? Он не называл закона. Просто нельзя и все. Я говорю, помогите мне, защитите. Он отказывался этого делать. Важный вопрос переводчика. Значит, мужчина в годах ужасно переводил. Просто невозможно. Любой человек, проситель убежища в ходе процедуры будут думать, что он переводит его фразы. Но я-то знаю, он мои фразы переводит отчасти. Он добавляет свое, не досказывает то, что я просил, на мои просьбы повторно озвучить вот это предложение, и этот довод, и это доказательство озвучить вслух. Он игнорирует просто. Либо говорит президенту, это не важно, и президент, соглашаясь с переводчиком, говорит, хорошо, идем дальше. Переводчик это не судья. Почему президент соглашается с переводчиком? Переводчик это передаточный этап между мной и судом. Таким образом, я лишен был возможности защищаться в этом суде. Задавая мне вопрос, судьи на полуслова меня прерывали. Вот это я бы хотел регистрировать на аудио-видео. Как доказательство суда коррупционного, предвзятого. Это недопустимо с моей стороны, по моему мнению. Задавали по существу, но у меня такая сразу мысль, они это задают, все эти материалы я направил заблаговременно, до закрытия аудиенции. Мне эти вопросы повторно задаете, а вы письменно не читали? Президент повторял вопрос. Я отвечал устно, хотя это письменно уже я предоставил в суд. У меня чувство, что они не читали мое досье даже. Даже те, которые материалы они указали, мы приняли, там написаны ответы на эти вопросы, они их повторно задают. Может быть, они хотят проверить, подавал ли я их, это я их. Я им ответил повторно. Все то же самое, что и написано письменно. Задавали вопросы. Что сейчас грозит вам, если вы приедете в Россию? Какие-то уголовные статьи есть против вас? Я указал. Первое, это известная вам статья о замене отработки на лишение свободы. Второе, это фальсификация на основании алиментов, где указали, что я живу как будто бы в России, работаю в России, получаю зарплату, и поэтому насчитали сумму огромную алиментов. И это является основанием по привлечению по УК, где срок заключения 3-5 лет. Ну, вроде бы так. 157-я УК. И я говорю, третье основание. Сам префект, не понимая этого, фальсифицировал против меня преследование как правозащитника рычагом психиатрического госпиталя и для России подготовил почву фальсификации третьего мотива лишения меня свободы, что активно используется в международном сообществе вообще везде, в разных странах, и в России особенно, как санкция против правозащитников, признание невменяемым человека. Но вы-то видите мою речь, вы-то понимаете, вменяемый я или нет. Вы читаете мои письменные документы, которые я сейчас дублирую. Вы это понимаете, да? И шеф отдела в госпитале, мадам Брижит Бельмас, сообщила, что она не виновата, что меня лишают свободы. Это приказ префекта. Но вы-то, судьи, понимаете, что префект это не врач. Он не может отдавать приказы, не имея медицинского образования. А я врач. Я понимаю психический статус свой. Я понимаю других людей. Я знаю, что у меня нет отклонений никаких психиатрических. Кроме того, независимый психиатр из России утверждает, что у меня нет никаких отклонений и не было никогда. Я продолжаю контактировать с разными людьми, и никаких отклонений никогда не было. Этот вопрос сильно не муссировался мной. Это я сейчас просто мысли свои озвучиваю.
Он просто озвучил, что третий мотив – это психиатрическое преследование. Например, пример Шуманина. За правозащитную деятельность его поместили в психиатрическую. И психиатрический стационар. И удерживали, пока не получилось его освободить. Задавали вопрос. Вы сейчас продолжаете правозащитную деятельность в России и во Франции? Я говорю, да, и там, и там. Пример какой, чтобы в России продолжаете правозащитную деятельность? Я привел пример Шуманина. Обратился. Они спросили, каким техническим средством пользовались при обращении направления вашего обращения в защиту Шуманина. Я сказал, я как представитель ассоциации, вообще обратился к ассоциации, я ее как представитель, через официального e-mail ассоциации на e-mail руководителя клиники, где я указал незаконность его содержания, потому что уголовная статья, которая ему вменяется, не предполагает лишение свободы. Вот пример. Они говорят, а какой пример вашей деятельности во Франции? Мы знаем, что у вас конфликты с судами Франции. Я говорю, это неправильное утверждение. У меня не конфликты с судами во Франции. Моя деятельность как правозащитника состоит в том, чтобы собирать, регистрировать факты преступлений, превышения должностных полномочий и коррупции должностными лицами, в том числе судами. Может быть, французская судебная система и где-то независимая, может быть, я с этим не сталкивался, может она где-то есть, где очень далеко. Но я сталкиваюсь с представителями этой системы в лице коррупционеров. Я утверждаю, что я получил доказательства этой преступной и коррупционной деятельности, и поэтому решения неправосудные. Поэтому мы с вами не будем здесь спорить на эту тему, мы будем мое досье только рассматривать. И они говорят, а что вы делаете как правозащитник во Франции? Это конкретно. Я говорю, я и в России, и во Франции, например, в общественно значимых интересах вносил законодательные инициативы. И указал пример о внесении, где я был участником законодательной инициативы в июне 2018 года в Госдуму и в Федеральное собрание о неприравнивании срока условий содержания в СИЗО и в колонии поселения для осужденных. И вот эта вот инициатива, она была внесена в Госдуму еще 10 лет назад. И судьи акцентировали внимание, 10 лет назад еще была внесена Незяблицевым. Незяблицевым. Я говорю, да, Незяблицевым. И не его ассоциации. Я говорю, да, не его ассоциации. 10 лет назад. А затем моя ассоциация, ассоциация МОТО-КП, членом которой я являюсь и являлся, подали эту законодательную инициативу, и спустя 2 месяца Госдума приняла этот законопроект, который не могли принять 10 лет. И переводчик переводит 10 месяцев. Я его исправляю. Почему вы такие ошибки делаете? Показываю судье 10 лет. И он понимает, 10 лет? И он начал задавать вопросы, а кто же подавал 10 лет назад? И я сказал, что это не я был, и не ассоциация. Они акцентируются на этом. Потом президент вначале начал рассказывать, где доказательства, что вы прибыли из России через Минск во Францию? Я говорю, представил копии, он говорит, покажите оригинал, потому что на копии я не верю, там плохо читается, ля-ля-ля-ля-ля. И вы приказывали в ОФРА? Я говорю, да, представлял все это. Весь этот пакет документов, маленькая стопочка, все представлено в оригиналах. И в ОФРА и сейчас принесено вам. Он почитал, взял мой паспорт, почитал, дал другим сотрудникам. Они удостоверились, что реально через Минск. И он, продолжая не верить, говорит, вот вы приехали в Минск. А как выглядит Минский, какой из минских вокзалов вы прибыли на автобусе? Я говорю, центральный вокзал, наверное, я просто не знаю, я первый раз в жизни там был и больше не был, даже ни до, ни после. Он говорит, а как вы, когда выходите из вокзала, что там стоит? Там, может, статуя какая-то, памятник. Я говорю, понимаете, мы приехали с семьей, и у меня задача была за детьми смотреть. И мы с женой не туристические экскурсии там устраивали в этом Минске. Мы следовали из государства, где преследуюсь я, в государство, по моему мнению, демократическое. Нам не было интересно туристические достопримечательности. А если вы хотите посмотреть, какая там статуя или памятник стоит, любой человек может это сделать, ввести в интернете и посмотреть эту картинку. Но это вопрос не по существу моего досье. Кроме того, если вы сомневаетесь в том, чтобы я был, у меня есть сканы, СМС
мобильного оператора, который автоматически приходит при пересечении границы, и это невозможно подделать человеку. Кроме того, я фотографировал свою жену и детей в ходе всех поездок для семейного альбома. И этот дата и время отражены в этих фотографиях. Этот архив у меня сохранен. Я прямо сейчас могу продемонстрировать, если вы вернете мои телефоны, компьютер. Это возможно, это оригиналы. Он, не, все, мы верим вам. Я говорю, и почему вот этот тезис, игнорирование моих оригиналов о пересечении границы, вы продолжаете муссировать, хотя я вам объективные доказательства предоставил. Мне непонятна ваша вот эта вот наигранная подозрительность и неверие в факты объективного характера. Дата и время на фотографиях – это объективная реальность, которую невозможно подделать. Я говорю, есть также билеты, я их тоже предоставил вам, и секретарь 25 марта сверил, переводчик перевел, и этот президент удивился, 25 марта, то есть 5 дней назад, я говорю, да. А вы не получили материал 25 марта, что я принес, всю эту пачку перефотал и получил доказательства от сотрудника вашего, что мои 25 файлов, поданные 19 марта, приняты к досье. Вы этого не знали? Он, наверное, этого не знал, но он не стал подтверждать свое незнание моего досье. И переменил тему просто. Это весь разговор шел с руководителем судебной коллегии. А все остальные просто помощники по двум рукам справа и слева от него были. Их было раз, два, три. Вот я сидел, напротив сидят в ряд 3 судьи. В центре президент комиссии, по бокам судьи. Справа от меня сидит докладчик, которая зачитала по бумажке какую-то там позицию. Слева секретарь, которая в носу ковырялась все заседание. Ее функция была просто, по моей команде, когда я протягивал листочек, она просто его брала и передавала президенту. Вот в суть человек зарплату за что получает. Не велся протокол, ею тоже не велся. Мои требования аудио-видео протоколирования игнорировано и отказано в этом. Не игнорировано, отказано руководителям комиссии судебной. Я указал, основания отказа какие. Вы, если отказываете и как в ОФРО не ведете протокол аудио и письменный, это база для фальсификации досье. Вы организовали мой прецедент просто. Досмотр, обыск. У вас нет полномочий таких. После этого вы отобрали мои гаджеты. Это мои единственные средства защиты. Вы сейчас угрожаете. Если я не удалю аудиозаписи, президент говорит, мы тогда у вас изымем все 3 телефона и компьютер и не вернем никогда. Вы угрожаете человеку, хотя вы должны демонстрировать независимость, непредвзятость. Переводчик коряво переводил. Я говорю, он что здесь сидит, он не переводит вот это всего, что я говорю. Президент продолжает спрашивать у переводчика детали разные, видев, что это наезд на него. Президент говорит, хватит, все, это не переводи больше. Я говорю, адвокат, помогите, это коррупционная деятельность. Я заявляю об этом, вношу законопроекты в Госсовет. Президент, куда вносишь в Госсовет, это куда? Я говорю, Conseil d'État. Он такой, у переводчика еще раз переспрашивает. Хотя я говорю, точно так же, я как правозащитник действовал в России и действую, продолжаю. Я вношу законодательные инициативы. Вот суть моей работы как правозащитника. Это не просто разговаривать на поворотах и спорить с вами, вот так дискуссию вести. Я регистрирую превышение должностных полномочий судьями, должностными лицами. И ваши полномочия, ваши действия как президента вот этой коллегии. Вы тоже превышаете должностных полномочия. И это передаю в законодательные органы, чтобы изменили практику в отношении всех людей. В принципе, процедура коррупционного направленности, чтобы была изменена. Вы это теперь от меня знаете. И даже после этого вы говорите, запись аудио-видео нельзя вестись. И в конце процедуры, когда все закрыто, я хотел маленькую деталь добавить. Президент запретил, но зато он дал себе самому слово и сказал, теперь мы вам возвратим ваши телефоны и компьютер. Но если я
он говорит про себя и судьи, узнаем, в интернете появится запись нашего разговора, я вас привлеку, во-первых, штраф 1400 евро, и против вас во Франции будет возбуждено уголовное дело. Я ему говорю, вы также инициируете по фальсифицированным материалам, как президент Теа Денис, мадам Русель Паскаль? По каким фальсификациям меня упрятали в комиссариат полиции, а затем в госпиталь? Он это не стал даже дослушивать, услышав эти фамилии, имена. Я просил переводчику довести до сведения мой перевод. Я буду утверждать, в случае отказа мне в защите международной, я буду утверждать на коррупционные и преступные действия этого суда. И я вот эти доказательства хочу зафиксировать на аудио-видео. Руками председателя судебной секции я был лишен возможности собирать объективную доказательную базу. Все эти сложности для переводчика очень сложные были. Он по-русски плохо понимает. Внешне он похож на армянского переводчика. По нашему опыту, другой армянский переводчик Теа Денис очень коррупционным образом действовал, не защищая права моего подзащитного. У нас есть такой опыт одного из досье. Запрещая аудио-видео и не ведя своими средствами, мы не можем проконтролировать качество перевода. А я утверждаю, что переводчик плохо меня понимает по-русски. Я слышу его перевод французский, и я вижу, что он не передает деталей, которые я озвучиваю. Переводчик ко мне, вы все понимаете, что ли, да? Вы все понимаете? Я говорю, я не все понимаю. И он намекает на то, что вам, может, не нужен переводчик, но он не озвучил это. Я убедился в этом с НДА, что здесь такая же ситуация коррупционная, скрытности, действуют судьи не в интересах народа, не в интересах правосудия, как Теа Денис, Консе d'État, Эксан-Прованс, Марсей. Одинаковая ситуация. Сколько часов вы отработали, прежде чем фальсифицировали против вас решение о лишении свободы? Я говорю, я успел отработать 90 часов, и каждую отработку записывал на видео, привлекал прокурора и полицию при каждом эпизоде отработки. Зафиксировано это. А что в решении было написано, почему вас лишили свободы? Я говорю, было написано, что я не отрабатывал. Это ложь. Игнорированы все мои ежедневные отработки. Я бы отработал больше, если бы мне не вынесли это решение, и оно не вступило бы в законную силу. Вы продолжаете защищать права Боханова и представлять его перед Европейским судом? Я говорю, да. Я подал его первую жалобу в его защиту среди прочих его защитников. Был получен отказ. Судья Европейского суда поступил коррупционным образом, фальсифицировав решение, не указав все наших доводов и не опровергнув. Он действовал против решений самого Европейского суда, который предписывает каждому судье указывать доводы заявителя с опровержением. Именно вот эта форма является законным решением об отказе, например. Он этого не сделал, поэтому против судьи подано разных судей, которые выносят системно выносят отписки вместо решений, заявление президенту Европейского суда о прекращении их полномочий и прекращении фальсификации решений по жалобам заявителей. Я выявил эту систему, не я выявил, ассоциация выявила систему, и я ее как представитель направил такое обращение в президенту Европейского суда в Страсбурге. И приложил как доказательство системы решения разных моих подзащитных в разное время. И эти все решения одинаковые, состоят из нескольких абзацев. Все, это не является решением в рамках трактования Европейского суда. И затем я подал еще другую жалобу в защиту Боханова. И решение, например, по другой жалобе мне до сих пор неизвестно, хотя она была коммуницирована Европейским судом. Это мне, как правозащитнику, достоверно известно. И он повторяет вопрос, а вы продолжаете поддерживать эту жалобу в его интересах? Я говорю, да, я продолжаю и буду продолжать эту деятельность. В его интересах в том числе. Материал уже подан. Он говорит, по вашей жалобе в защиту Боханова Европейский суд признал нарушение в отношении Боханова Россией. Президент, у него ручки трясутся, он боится отвечать на мои вопросы. Хотя он перестраховался и знает, что я не регистрирую его действия. Он трясется и боится. Как этот боязливый президент комиссии может решения выносить правосудные? Я буду с течением времени вспоминать разные другие детали.
какие из вопросов задавали, потому что это реально интересно. На что они акцентировали внимание, но эти все вопросы были ими дублированы, потому что объяснения уже даны письменно мной до этого. Получили ли вы решение, что вам светит, если вы вернетесь в Россию сейчас? Я говорю, я этот вопрос обратился к прокурору, в суды, и просил ответы направить мне, адвокату Дисузи и в конце КНДА. Но я это несколько раз делал, но до сих пор я не получил ответа. Ни я, ни Дисуза, ни вы. Вы тоже его, наверное, не получили, да, президент? Да, не получил. Причем он уклоняется от ответа, я повторяю, да, вы не получили, но подтвердите мне это, записи нет нигде. Да, мы не получили. Вообще. Так, он такой же агрессивный, как Фредерик Паскаль, президент юридического бюро, который Жуж Либерте является. Денис. Он такой же боязливый, такой же, на мой взгляд, ладно, плохие слова не буду использовать, такой же вот. И мне удивило, почему они запрет видео и аудиофиксации аргументирует 1841 годом. Это вообще точная копия позиции других инстанций судебных. Пригрозил в начале заседания, и в конце перед уходом он мне говорил повторно: вы точно не вели наш разговор? Я говорю, нет. Если я увижу, и мои коллеги увидят, то мы вас привлечем к уголовке, штраф будет, ля-ля-ля-ля-ля. И я опять возмутился. То есть вы сейчас хотите вернуть мне телефоны взамен на мое согласие не публиковать? И все, он говорит, все, хватит, все, иди отсюда. Это нонсенс. Я единственный человек, которого как только я вошел, я ничего не успел сказать. Меня сразу начали обыскивать. В каждую отдел сумки просили открыть. Была бы их воля, они бы попросили меня раздеться догола, вот так потрясти перед ними штанами и рубашкой. Это ужас просто. Насколько подвергают человека унижению, насколько подозрительны они в плане скрыть свои превышения полномочий и свои коррупционные решения. И когда вот это вот индивидуально только в отношении одного меня, вот эти санкции начались при моем входе в СНДА, я понял, что сегодня в процедуре будут грубо нарушаться мои права на справедливое судебное разбирательство. Я уже никаких иллюзий не строил с этой первой минуты. Я начал спрашивать, вы кто? Тот говорит, я шеф security. Я говорю, кто вам приказал это сделать? Он не говорит. Затем, после выяснений с президентом, отдельные вопросы задали судья, а потом другой судья пожилой. И на этом закончилась аудиенция. Я увидел сомнения в том, что я пересекал минскую границу. Я говорю, откуда у вас эти сомнения рождаются? Вы спрашиваете, как выглядит вокзал, какой памятник там стоит, и вообще стоит ли он там. Там что, недостаточно паспорта? Ну давайте, я сейчас выдумал другие доказательства. Фотографии от тех дат, моих детей и жены покажу вам. Почему вы сейчас не хотите это осмотреть? Это доказательство объективного характера. Именно той датой. Там мои дети маленькие на фотографии. Это не будет сомнений, что это я фотографии сделал сейчас, например. А они говорят, а есть ли у вас новости от жены и детей сейчас? Я говорю, нет. Я обратился в суд российский, что нарушено право опеки моей. У меня нет связи с детьми, хотя я хочу это делать каждый день. Судьи никак не привлекают виновницу к ответу. Они говорят, ну нет, вы можете каждый день звонить ей. Я говорю, президент, я повторяю вам, телефоны заблокированы. Если у вас даже по этому мелкому вопросу подозрения, прямо сейчас верните телефон. Я вам позвоню на все мессенджеры в присутствии вас. Вы убедитесь, что они заблокированы все до единого. И ни на один не будет получен ответа. Я считаю, что эта мелочь, она не относится к моему досье. Но если вы акцентируете специально на это внимание и отвлекаетесь от сути моего прошения, я готов доказывать каждую мелочь. И у меня есть доказательства эти. И если вы сейчас заберете мои телефоны и компьютер, вы нанесете ущерб не только лично мне. Вы нанесете ущерб ассоциации моей. Другой ассоциации, членом которой я являюсь. Всем моим подзащитным нанесете ущерб. И тому волонтеру, который мне предоставил этот компьютер. Вы всем нанесете ущерб.
Бессовестный. Он все время перебивает меня. Переводчик все не переводит. Я повторяю, переведите. А сам президент ему командует, не переводи мне эти слова. Хотя он не понимает все толком, что я иногда досказываю. Он сразу говорит, нет, это не переводи. Там услышал слова Европейский суд, не переводи, не надо. Консей д'Эта, нет, это тоже не переводи, это вообще капец просто. И вот такие моменты нужно регистрировать обязательно и придавать публичной огласке. Потому что вот такие коррупционные судьи совершат неправосудие. Они действуют не в интересах государства, не в интересах народа. И вот эти судьи, это не есть государство. Я утверждаю, они прикрываются собой, как будто они государство, но это не так. Мы должны понимать, что они не есть государство. Народ их не выбирал. Их выбирали другие должностные лица. Говоря, что они действуют в интересах народа, это ложь. Говоря, президент мне сказал, у нас все суды во Франции независимы. Я ему говорю, мой сайт доказывает обратно. Некоторые судьи из судов коррупционны. Может быть, даже вы, потому что вы демонстрируете сейчас коррупционную базу. Стал ругать меня, но он обиделся. Ну как обиделся? Вот как Фредерик Паскаль. Видел, что я снимаю на видео, бегает, возмущается. Вот так же и этот себя вел. Нервно, не тишил, ручками вот так вот перебирал там ручку свою. У него, кстати, телефон не отобрал security. Отобрал у всех по его приказу, а у него самого не отобрал. Вот так вот. Вот тебе и неравенство, даже в этом мелком бытовом вопросе. Я говорю, а вот у адвоката еще телефон, у него что не отобрали? Они подошли, ну давайте, ладно, извините. К секретарю подошли, взяли ее телефон. У всех телефоны, которых на видном месте были, где я видел, они ради меня их забрали, чтобы я их не видел. Не для того, чтобы их и не было, а просто, чтобы я не мог говорить, что они были. У всех разных людей я задал вопросы. Ни у кого телефон не отбирают. Все с своими телефонами сидят в аудиенции. Все. Продемонстрировал сейчас полное игнорирование законов во Франции. То есть все суды других инстанций государственные игнорируют закон, а СНДА просто повторил все доводы тех судов. Ассоциация сейчас тоже выявила систему беззакония, очередной раз подтвердила эту систему, которую мы выявили еще ранее. Я им хотел это озвучить, кстати, но они не дали мне даже слова сказать по вопросу электронного оборота. Я хотел продемонстрировать на телефону статью, которая обязывает вести электронный документооборот и не игнорировать e-mail. Он даже этого не дал мне сделать. Они у меня отобрали компьютер чужой. И в этом компьютере я вошел в Яндекс.Почту для того, чтобы продемонстрировать перед судом, что это материалы, полученные и отправлены прокурору, доказательства. И они являются оригинальными. Судья мне не дал этого сделать и отобрал этот компьютер. И сказал, что сейчас Он говорит, удали аудио. Я ему говорю, я не веду здесь аудио, я даже не знаю, где она здесь находится. Мне советуют его подручные угодливо. Такая же картинка, как в телефонах. Я говорю, ее здесь нет, вы лжете, это не так. Иди, знаете сами. Д'Суза начинает говорить. Я знаю, там такая же картинка, пускай он указывает. Я говорю, а сейчас судья Д'Суза выступает против меня. Д'Суза начал жаловаться судье, президенту, когда он говорит, я видел, Зяблицев отрыл какую-то раскладку, и там была загрузка видео какого-то. Он говорит, я думаю, это аудио шла. И президент мне говорит, шла аудио. Я говорю, откуда вы знаете? Вы там сидите. Адвокат сказал. Я говорю, вот адвокат, вы убедились, он действует против моих интересов. Он, не зная, что я открыл, допускает вам ложь, а вы действуете на основании лжи. Точно так же по ложному доносу я был лишен пособия жилья и права опеки над детьми. По ложному доносу. И он продолжает настаивать. Я-то знаю, что ты вел на компьютере. Я знаю. Я повторяю, вы не можете знать, вы там сидите, а я здесь. Вы не можете этого знать. Ваш подручный Д'Суза говорит ложь в отношении меня. Он не может знать. Прямо сейчас вы можете со своих всех телефонов судейских открыть сайт ассоциации и увидеть эту же картинку, и будет здесь видео. И это видео справа от текста, слева будет текст на всем сайте. Вот прям возьмите и сделайте это. Но вот эти ваши требования, они
подрывают мое доверие к правосудию во Франции. К вам лично, как комиссии, которая мое дело рассматривает, и в принципе к правосудию во Франции. Вы своими действиями дискредитируете правосудие в моих глазах и в глазах моей ассоциации. Вот что важно, я констатирую. И он каждый раз, когда вот эти обвинения я высказываю его адрес, он говорит: прекрати, достаточно. Он понял, но он продолжает это все делать. Президент говорит: а теперь слово адвокату. Я поднимаю руку. Я хочу понимать каждое предложение, что он скажет в мою защиту. Он: нет, это не предусмотрено вам переводить. Я говорю: переводчик, как это не предусмотрено? Я к переводчику обращаюсь: адвокат, помогите, я хочу знать, что вы говорите. Он, адвокат, мне говорит: нет, не знаешь и не узнаешь. Переводчик, я не должен переводить речь адвоката. Я говорю: ну я хочу знать. И в итоге вещал адвокат минуты 4-5. Эмоции в том числе. Я его слушал, ничего важного, существенного я не услышал. Я ухмылялся, говоря, слушая, как он делает вид, что делает что-то важное говорит. И вот если я рассказывал, судьи демонстративно зевали, вот так сидели, но не интересовались моими вопросами. Они как будто бы обязанность выполняли выслушать меня, не узнать что-то. А когда адвокат, они все бросили свои ручки, телефоны и демонстративно, так же как президент, вот так сидели и смотрели на него. Это такая картинка, если бы на видео это зафиксировать, как лицемерно ведут себя судьи, адвокат, я просто возмущен. И это было бы отличный материал доказательств. Да, я это говорю специально по свежей памяти на фоне суда СНДА, пока не отошел и не забыл об этих мелких, но важных, на мой взгляд, моментах. Важных в интересах правосудия в принципе во Франции и в интересах других людей в принципе во Франции тоже. Это интересный вопрос. Я говорю: откуда вам известно? Это не конфликты с судами Франции. Моя правозащитная деятельность по регистрации преступлений судей, но почему-то они вам известны. И я хотел услышать ответ, что мы узнали из материала, который вы сами писали нам, из госпиталя, но он не стал этого говорить. Он говорит: идем дальше. Все. Он просто наплевал на мои просьбы. Адвокат вообще молчал, он боялся связываться со всеми. Он просто молчал всю процедуру. Иногда вставал, говорил: да, телефон ты должен отдать, потому что нельзя. Вот то, что он... Или когда он сказал президенту: а я видел, он аудио вел на компьютере тоже. Это же вообще... Вот когда он только вмешался, и все. Не в мою защиту, а в качестве демонстрации угождения интересам председателя. Вот когда он вмешивался. Адвокат не меня защищал. Он охранял, помогал охранять скрытность, коррупционность действий судей. Вот что он делал. Его задача была. С адвокатом Д'Суза я перед аудиенцией не стал выяснять отношений никаких абсолютно. Доброжелательно поздоровался. Доброжелательно слушал те советы, которые он мне говорил в течение 2 минут до аудиенции. Я не перебивал его. Я просто хотел на аудио записать вот эту ересь, которую мне дает в виде советов. И я записал это. Под угрозой непроведения аудиенции, уголовной статьи во Франции против меня, штрафа против меня, изъятие 3 телефонов и чужого компьютера. Под совокупностью всех угроз я сказал: хорошо, я сейчас продемонстрирую, как я удаляю аудиозаписи с моих 2 телефонов. Вот первый телефон демонстрирую, запись не ведется. Откладываем. Вот 2 телефон, запись не ведется, но ваши коллеги по вашему приказу отключили, полагаю. Открываем. Вот диктофон. И командует президент, говорит сотруднику, который IT-технолог, полагаю, это ему передавались мои телефоны, чтобы он отключал записи, компьютер, чтобы он открывал. И президент сказал: а теперь наш сотрудник, мы изымаем у вас телефон и не вернем вам его. Вначале. Не вернем, а наш сотрудник будет проверять, есть ли там аудиозапись. Я говорю: это незаконно. Там личные данные моей ассоциации и человек, который мне дал этот компьютер. Вы вмешиваетесь в личную жизнь физлиц и ассоциаций. Я запрещаю вам это делать. Говорит: нет, мы все равно это сделаем. И если выявим,
мы вас сейчас привлечем к уголовной ответственности. Этот сотрудник реально изъял компьютер, не закрывая, потому что, чтобы не заблокировался, и реально пользовался им против моей воли, получая личную конфиденциальную информацию, ища аудиозапись. Он так и не нашел ее. И он пришел, пожалуйста, президенту, говорит, что с ним делать. Когда меня угрозил, что если опубликуешь, и тогда мы тебе санкции вот эти перечислены, после этого IT-технолог к нему подошел и говорит, ну что делать-то? Телефоны мы дали, а что с компьютером-то? А я стою за спиной в аудиенции и говорю, я жду мой компьютер, ну не мой, вот этот чужой компьютер. Я здесь жду, в суде, в аудиенции. Он говорит, не, он вот так сказал. Иди, вот так, пальчиком. Это несуразно. Ну, неуважительно, конечно, неуважительно. Я ушел, говорит, жди там, типа. Я вышел и вижу, Дисуза здесь трется. Я говорю, Дисуза, помоги, мне компьютер надо вернуть. У меня украли его, это незаконно. Да, тебе сейчас вернут вон там, охранника, да. И выходит этот IT-технолог по приказу президента и идет, несет мне этот компьютер. Ну, выносит из своей коптерки, где он его обрабатывал. Поэтому надо срочно поменять пароль. И зная, что они имеют доступ к серьезному сайту, путем там же пароль введен, я попросил быстро поменять пароль. Они были в стрессе и очень боялись, что я зафиксирую их преступление. И я предполагаю в начале аудиенции, я потом убедился, что они реально изначально намеревались создавать конфликт интересов и скрывать все обстоятельства моей процедуры. Я хотел разные дополнения важные дать, что они говорят, что написано в решении о замене на реальный срок лишения свободы. Я говорю, там написано 2 строчки без опровержения моих доводов, моей кассационной жалобы. Но важно-то не это. Я же вам письменно это пишу. Почему вы даже на это не обращаете устно внимания? Важно, что они не отразили мои доводы, указали только 2 строчки, что Зяблицев не прав, потому что он не прав. Все. Они не указали законных оснований моих доводов и не опровергли их. Это важное доказательство из этого решения, что отсутствует доступ к правосудию в России в принципе. Европейский суд уже дал однозначную оценку. Если в решении не приведены аргументы апеллянта, следовательно, они не опровергнуты, следовательно, это не является законным решением. Европейский суд это уже указал. И вот сейчас Россия продолжает демонстрировать свою незаконную вот эти решения, отписки. И вот что важно почерпнуть из вот этого переведенного решения. Дисуза его предоставил, угодливо встал, показал копию, которую он распечатал, перевода этого. Я говорю, мы отправили это электронно ранее. Вы сейчас читаете у Дисузы этот перевод. Вы что, не видели раньше его? Президент почитал, передал этому седому судье справа от его руки, передал слева от его руки женщине судье. Я повторяю вопрос. Я его подал 22 марта. Как только переводчица, волонтер, мне его перевела. Они оставили мой вопрос без ответа. Переводчик отказывался переводить. Я его несколько раз просил это сделать. Он из моего обращения перевел несколько фраз абсолютно формального образа. Судьи не понимают и не желают понимать сути моего сказанного. Если сам переводчик плохо понимает меня по-русски и по-французски плохо переводит, не переводит 80% сказанного мной. Президент запрещал переводчику переводить детали все. Говорят, что это не важно для него. Для него, может, и не важно, для моего досье важно. Прибыл я туда без 15:09. Я думаю, что началась где-то в 9 часов 8 минут, в 9 часов 5 минут. И до 10:53 продлилась. Причем президент торопился. Я говорю, почему вы торопитесь? Я ради этого приехал сюда, я живу здесь в плохих условиях. Почему вы меня затыкаете рот? Почему переводчик не переводит ничего? Он просто плюет на все мои обращения. Дисуза сказал, я не знаю их фамилий. Но это президент. Я говорю, президент СДА или президент вот этой коллегии? Он говорит, президент коллегии. И все. Он не сказал мне никаких фамилий. Ни фамилии переводчика, ни фамилия судьи, ни фамилия секретаря. Merci, madame.
Vous êtes très gentil, madame. Первая женщина прошла перед камерой, извиняется, ой, я, извините, зашла. А вторая послушалась меня и обошла машину, чтобы картинку не портить. То есть обычные люди уважительные. Представители власти, они берут себя грубо, невоспитанно. Только по мотивам, что правозащитник перед ними, и все. И он требует исполнять закон. Просто исполнять закон. Вот момент, когда я указываю, на их вопрос отвечаю, что седой судья задал вопрос. Что вам угрожает, если вернетесь прямо сейчас в Россию? Я указываю, первое, это фальсифицированное решение о лишении свободы. Но факт самый страшный, не лишение, сам факт лишения свободы. Он говорит, а на сколько вас решили посадить? Я говорю, не на несколько месяцев, 2 или 3, может быть, месяца. Но важно не это. Не сам факт лишения свободы и не длительность пребывания. Важно, что в условиях заключения отсутствует регистрация всех преступных действий должностных лиц и создана база фальсификации для продления по выдуманным нарушениям. Переводчик боится опасные фразы переводить. Я им говорю, вы не бойтесь, это я сказал, это не вы сказали. Ваша обязанность перевести. Он говорит, не мешайте мне работать. Работать. В итоге я озвучил первую причину, если я вернусь. Вторая. Фальсификация по алиментам, что предусматривает уголовную статью о лишении свободы. И третье, как подтвердила шеф госпиталя отделения, мадам Брижит Бельмес, как она сказала, что она не виновата, что меня удерживает, лишает свободы. Это приказ префекта. То есть, я говорю судье, то есть префект, фальсифицировав против меня основание лишения меня свободы в комиссариате, а затем в госпитале, сам не понимая, что он творит, он создал искусственным образом третью причину, третий рычаг для российских коррупционеров, чтобы меня лишить свободы, если бы я оказался в России. А какой? Формально они могут теоретически воспользоваться рычагом, который используют во всех странах против правозащитников, а именно признать больным человека. Вот и все. Вот у вас уже 3 мотива есть. То есть за любой можно зацепиться и по любым основаниям меня упрятать за решетку. Не с целью просто содержать меня, а с целью за решеткой фальсифицировать другие основания, продлевать бесконечно мое содержание и подвергать пыткам. Благодаря обычным французам я смог к этому суду не в полной мере, конечно, подготовиться, потому что невозможно за несколько дней подготовить материал, который я должен был готовить все долгие месяцы проживания на улице. Но я хоть немножечко смог отдохнуть, собраться с мыслями, материалы какие-то заслать через факс, через e-mail. Хотя это сложно, без денег я не могу засылать через факс бесконечное количество материалов. Но у меня появился маленький шанс подготовить свое досье. Для того, чтобы в случае отказа по коррупционным мотивам я имел доказательства, что эти нарушения были совершены умышленно. И я имею эти доказательства сейчас. Благодаря обычным французам.